Привет, Бим. Привет, Бом! Опять вы начали ваши цирковые штучки. У нас сегодня серьезное дело. Это Виталий. Это Эва. Можно уже начинать? Да. Спасибо. У нас сегодня серьезное дело. Мы вам обещали приготовить узбекский плов. И сегодня мы это обещание выполним. Дело в том, что моя бабушка долгое время жила в Узбекистане, в частности в Самарканде. И она очень любила готовить узбекский плов, так как его готовят дома. Просто, вкусно и быстро. И этому она меня научила. И мы сегодня хотим научить вас. Ну что, нам понадобится 600 грамм баранины, 600 грамм моркови. Это все на 600 грамм риса. Очень легко запомнить. Сколько риса, столько моркови, столько же и баранины. Мясо. Лука поменьше, лука здесь 120 грамм, плюс нам понадобится половинка луковицы, потом покажем для чего. 2 острых перчика, ну, зависит от остроты и размеров, поэтому вы по своему вкусу подбираете, я не очень люблю острое. А я очень. Поэтому мы взяли что-то среднее. Теперь, что касается специй. Мы берем, это обязательный ингредиент, зиру или кумин. 1 столовая ложка, причем зира не молотая, а зира в зернах. Семечки. Семечки зиры, да. И иногда в узбекский плов кладут ягодки сушеные барбариса. Да. Но барбариса у нас нету, поэтому мы решили сегодня... Он дает кислинку, Да, приятную. совершенно верно. Но мы решили сегодня поэкспериментировать и в конце добавить немножко сумаха. Кстати, многие путают, что сумах это молотый барбарис. Но на самом деле это совершенно Ну, не так. есть такой стереотип. Дело в том, что сумах это дерево, на котором растут такие шишечки. И когда они высыхают, их молят, и получается этот сумах. Его даже в Древнем Риме использовали, называли уксусным деревом. Да, потому что использовали в качестве уксуса, он гораздо кислее, чем барбарис. У него очень приятный аромат и насыщенный вкус. А где мы его использовали? Мы его еще использовали, посыпая кутабы. Да, Кстати, этот совершенно рецепт верно. есть у нас на канале. Попробуйте, посмотрите. Ну что ж, ну и растительное масло. Ну, мы Да. уже все подготовили. Морковку нарезали брусочками, не через терку, не тоненько, а именно брусочками, чтобы в процессе варки она не превратилась в кашу. Лук мы нарезали полукольцами. Ну, мясо нарезали кубиками. Собственно, все хитрости и премудрости здесь у вас перед глазами. Начнем? Начнем. Зальем рис горячей водой. Не крутым кипятком, а именно горячей водой. Залили и отложили в сторону. А пока рис замачивается, начнем готовить мясо с овощами. Сначала в кастрюлю заливаем масло. Оно должно полностью покрыть дно кастрюли примерно на полсантиметра. У нас диаметр 20 сантиметров. Мы взяли 150 миллилитров масла. Масло надо сильно прогреть. Теперь бросаем половинку луковицы. Обычно говорят, что это делается для вкуса, но нам так не кажется. Скорее, это показатель достаточной температуры масла. Как только лук слегка подрумянился, достаем половинку луковицы из кастрюли и добавляем нарезанный лук. Периодически помешиваем. Лук приобрел легкий коричневатый оттенок. Самое время выкладывать мясо. Обратите внимание, что мясо почти полностью покрывает дно нашей кастрюли в один слой. И этого достаточно. Все кусочки должны одновременно и равномерно прожариться. Периодически мясо с луком надо перемешивать. Как только мясо слегка прижарится, закладываем морковь. И сразу добавляем зиру. Все аккуратно перемешиваем. Время готовки зависит от вашей плиты. Обжариваем все, ориентируясь на степень готовности моркови.
Она не должна быть слишком мягкой, иначе потом в процессе приготовления плова морковь потеряет форму. А нам важно, чтобы в готовом блюде были видны все ингредиенты. Теперь все заливаем кипятком, уменьшаем огонь и на самом маленьком ходу оставляем на 40 минут. Настало время посолить. На наше количество продуктов сыпем 1 столовую ложку. Перемешиваем. Кладем чеснок и 2 острых перчика. Закрываем крышкой и начинаем заниматься рисом. Ну что, самое время заняться рисом. Все это время, пока мясо с овощами готовилось, рис у нас стоял в воде. Он увеличился в объеме. Да, причем существенно. Ну что, его теперь надо тщательно промыть. Чтобы водичка была прозрачной. Да. Промываем аккуратно, пока вода не станет почти прозрачной. Теперь рис шумовкой выкладываем поверх мяса и овощей. И разравниваем поверхность. Жидкость должна полностью покрывать рис. Если ее недостаточно, доливаем кипяток. Высыпаем чайную ложку сумаха. И аккуратно распределяем его по поверхности. Теперь увеличиваем огонь до максимума. Как только жидкость снова закипит, начинаем очень аккуратно перемешивать рис от краев к центру, не задевая нижний слой мяса и моркови. Теперь надо подождать, чтобы рис впитал в себя всю влагу. Уменьшаем огонь до минимума, закрываем крышкой и оставляем минут на 40. На крышке собирается вода и стекает обратно, поэтому традиционно применяют маленькую хитрость. Обматывают крышку хлопчатобумажным полотенцем. Полотенце будет впитывать влагу и не даст ей снова попасть в рис. Поскольку плиты у всех разные, не возбраняется минут через 30 попробовать пару рисинок с поверхности на предмет готовности. Ну что ж, прошло 40 минут, наш плов готов. Смотрите, какой он получился рассыпчатый и какого он красивого цвета. А теперь выложим его на тарелку и будем пробовать. Ну что, вот какой замечательный плов. Шикарный. Посмотрите, какой красивый. Оранжевый, красный, Все цвета розовый, радуги. Перчики, чесночок, чесночок. Ну что, надо пробовать. морковочка, видите? Прямо Ты меня уговорила, давай уже пробовать. Давай. Прямо роскошный плов. И самое главное, что мы взяли 600 грамм риса, 600 грамм мяса, 600 грамм морковки, а плов получился на малайном сале. Ну, на 6 человек точно хватит. Голодных 6 человек. Голодных 6 человек. Пробуем. Посмотрим теперь, как на вкус. Мясо
Мягкое. Мясо даже жевать не надо. М. Мне все нравится. Самое главное, вот эти вкусовые оттенки, которые дали пряности, да? Не так много пряности в этом плове, но кумин, сумах, в общем, сделали свое дело и Да. дали такой букет ароматный нашему рису, мясу и моркови. Отлично получилось. Очень рекомендую. Попробуйте. Абсолютно несложно, очень легко. И бабушкин рецепт удался на славу. Спасибо, что пришли на наш канал. Как водится, ставьте лайки, подписывайтесь. А мы будем для вас готовить все новые и новые блюда. И обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что бы вы хотели, чтобы мы еще приготовили. Мы даже готовы устроить какой-то челлендж, если вы нам напишите рецепт какого-то блюда, который не входит в арсенал нашей семейной кухни. Мы обязательно попробуем это приготовить и вместе с вами попробовать. Да? До свидания, Пока. друзья. До новых встреч. Хватит хавать. Вкусно.